Друзья, всем привет! Вы на канале в хоккее. Игорь Никитин возглавил ЦСКА. Контракт подписан на 5 лет. Вместе с Никитиным приходит весь его штаб. Сейчас очень большое количество критических стрел летит в Игоря Никитина. Но давайте порассуждаем, могло ли быть по-другому. Первое и самое основное, что переход Игоря Никитина был согласован, скорее всего, не просто на каком-то уровне между клубами, а на самом высоком уровне владельцев ЦСКА и Роснефти. Да, Игорь Валерьевич работал уже в ЦСКА и был оттуда уволен, но сейчас руководство поняло, что это самый лучший тренер, который подходит именно для ЦСКА. Он приносил успех, сейчас в Локомотиве он показал, что он лучший, и ЦСКА нужны победы. Конечно же, Никитин не просто Никитина забрали в ЦСКА как какого-то, знаете, человека-раба, который взяли и забрали. Ему были предложены максимально выгодные условия, зарплата в 2 раза больше, чем в Локомотиве, игроки, которых он попросит, и должность главного тренера сборной России. Опять же, сборная России, конечно, сейчас не играет в международных соревнованиях, но в ближайшем будущем, как на это все надеются, это может произойти. Конечно же, ЦСКА это Москва, это статус. ЦСКА по-прежнему является, как и раньше, флагманом хоккея в КХЛ. Это повышенные условия, все равно, как ни крути, Москва это не Ярославль. Хотя и в Локомотиве дали полный карт-бланш и условия Никитину. Никитин привел Локомотив к победе, которую очень так долго ждали болельщики и руководители Локомотива, но сейчас не об этом. Второе, что хотелось бы выделить, Локомотив это все-таки не родная команда Никитина, в которой он проиграл и протренировал там 40 лет детские команды. Это просто место работы, он был там как наемный работник. Да, конечно, Локомотив очень помог Никитину после увольнения из ЦСКА, пригласив в команду с таким уровнем, но Никитин, конечно же, хочет и может дальше развиваться, хотя он мог делать это и в Локомотиве, но в ЦСКА ему дадут полную свободу действий. Плюс ко всему, да, как в известном фильме сказано, предложение, от которого он не смог отказаться. Хотелось бы порассуждать немного о том, что болельщики стороны Локомотива, да и просто нейтральные, скажут: вот, он кинул команду, все для него было сделано, да еще и вернулся туда, откуда его так позорно уволили. Зачем это делать? Он потерял уважение в моих глазах. Да, друзья, но жизнь сейчас такая, в хоккее, как и в обычной жизни, если любого человека позовут на работу с зарплатой в 2 раза больше, он, скорее всего, перейдет, потому что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Другое дело, что, я повторюсь, Никитин идет в ЦСКА не только за деньгами, которые, конечно же, не последней строчкой в этом контексте были. Никитин идет именно за тем, чтобы быть выше по статусу. Посмотрим, что у него, конечно, получится в ЦСКА. В любом случае, это будет очень интересно. И если, не дай бог, он провалится, вернется ли он в Локомотив, захочет ли видеть его Локомотив обратно. Но в то же время Локомотив, у него очень грамотные руководители, которые это уже доказали, очень грамотно ведут политику клуба. Сейчас рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера. Есть кандидаты: Патрик Фишер из сборной Швейцарии, Тодд Рирден, который прошлой зимой мог возглавить «Авангард». Посмотрим, чем все это дело кончится. Конечно же, Локомотив, это очень видно в обиде на Никитина, потому что было очень холодное прощание. Никитин в ответ написал письмо болельщикам Локомотива и всем, кто переживает за этот клуб. Локомотивские игроки, многие, остались только из-за Никитина на этот сезон, подписывали контракты, они не ожидали, что Никитин уйдет. Конечно же, можно посмотреть с этой стороны, что есть обида. Вот Никитин уговаривал того же Березкина остаться, не ехать в НХЛ, сам ушел в ЦСКА, неожиданно, ничего про это не говорил, подписывал в начале прошлого сезона, вот окончившегося сезона, новый контракт с Локомотивом.
а тут так резко все произошло. Это еще раз доказывает то, что Никитин никуда не собирался уходить. Да, произошло так, что он ушел, но это не полностью зависело все от него, что вот он взял и ушел, именно кинув команду. Нет, я, как уже сказал ранее, выше, это произошло немного по другим причинам. Игроки Локомотива, по некоторым данным, теперь очень серьезно настроен на матче с ЦСКА именно против Никитина. Кстати, как Никитин теперь в Локомотиве за эти 4 года был настроен серьезно против ЦСКА. Никитин ушел из Локомотива после победы, он сделал все, что можно. Конечно, он мог сделать и вторую победу подряд, и третью, и так далее, нет предела совершенства, но он доделал свое дело, выполнил свой цикл и уходит в команду, да, где он уже был, и с еще большими возможностями, чем у Локомотива. Посмотрим, чем это все закончится. Я бы хотел, чтобы вы оставили свои комментарии, порассуждали на эту тему, потому что очень неоднозначный такой переход, очень необычный, не очень часто происходит у нас это в КХЛ, но, к сожалению, в жизни такое бывает, поэтому последим, чем это все закончится. Вы оставляйте комментарии, пишите, правильно ли сделал Никитин или неправильно. Мы посмотрим, кто что думает по этому поводу. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Будем дальше рассуждать о таких темах. Всем всего доброго и до свидания.